Иногда тебе удается побывать в каких-то отдаленных местах и там найти для себя много интересного и неожиданного. Наша бродячая фотокамера оказалась в Медвежьегорске, это город в Карелии, расположенный на северном конце Онежского озера. И если вы думаете, что не знаете это место, то ошибаетесь. Многие из наших зрителей наверняка видели замечательный советский художественный фильм кинорежиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Так вот, он снимался именно в этом городе. А здесь Техноенот и его команда. Давайте заглянем на станцию Медвежья гора и побываем в самом маленьком железнодорожном музее. На станцию Медвежья гора, или сокращенно Медгора, привез нас рабочий поезд. Называется он так, потому что на нем едут работники железной дороги на путевые работы. Раньше пассажиров на него не сажали, но теперь билет купить можно. Красивые карельские пейзажи за окном, кусты почти касаются вагона, что редко уже встретишь на других направлениях. И 3,5 часа дороги пролетают незаметно. Вокзал железнодорожной станции Медвежья гора расположен в старинном здании, которому исполнилось более 100 лет. В его облике отразились различные элементы традиционного северорусского деревянного зодчества. Дом имеет шатровую крышу и небольшой шпиль и смотрится красиво, напоминает церковь своими очертаниями. И здесь на станции расположен железнодорожный музей. На фотографии вы видите паровоз Р номер 79170, построенный в 1955 году на заводе имени Сталина в польской Познани. Специальный вагон и теплушку 1898 года. Можно сказать, что этот большой экспонат и есть здание музея. Музейный комплекс был открыт в 2008 году по инициативе Виктора Гришина, много лет отработавшего на железной дороге. Теперь бывший машинист-инструктор одной из локомотивных колонн депо является директором музея и лично вводит по нему экскурсии. Заглянем в вагон, в котором развернулась интересная экспозиция, рассказывающая об истории строительства Мурманской железной дороги, событиях года интервенции и Великой Отечественной войны. Кстати, этот вагон тоже имеет свою трудовую судьбу. Он раньше служил своеобразной железнодорожной автолавкой. В нем развозили товары, заказанные на других станциях. В экспозиции многочисленные экспонаты, рельсы, башмаки, инструменты путейцев, фонари, счетные машины и многое-многое другое. Не все удалось вместить в объем одного вагона, поэтому кое-что хранится в запасниках депо, а всего насчитывается более 4000 экспонатов, фотоматериалов, документов. Ну а коллекцию пополняют как сами сотрудники, так и местные жители. На стендах старые фотографии, документы, медали, но у каждой из них есть своя история, и, быть может, музей небольшой, но полноценная экскурсия занимает около 1,5 часов. Кстати, у молодоженов Медвежьегорска есть теперь традиция фотографироваться на фоне музейного состава, а в вагоне музея ударять станционный колокол на счастье. Но, правда, в момент нашего посещения молодоженов замечено не было. А после осмотра экспозиции можно подняться на паровоз и почувствовать себя машинистом. Желающие могут там же приобрести книгу хранителя музея Виктора Гришина под названием «Дорога длиною в 100 лет. Масельская Медвежья гора», которая рассказывает о сотрудниках депо, его развитии и становлении. Музей бесплатный, но желающие могут оставить в ящичке при входе благодарность на развитие музея. И если вы решитесь посетить это место, то учитывайте режим работы со вторника по пятницу. Друзья, открывайте для себя новые интересные места, не сидите на месте, хотя сейчас, быть может, не самое лучшее время для путешествий. С большим приветом из Медгоры, не забывайте оставить свои комментарии к этому видео и поставить большой палец вверх или маленький палец вниз. До новых встреч, друзья, товарищи!